Так, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, зрители, кто будет смотреть в повторе, кто сейчас на стриме. А стрим у нас сегодня довольно, знаете ли, необычный. Он не игровой, он не развлекательный, он больше разговорный. И речь пойдет об очень интересных моментов в моей жизни, которые остаются в основном за кадром, потому что мы все-таки делаем определенный контент, да. Вот я готовлюсь к следующему сезону. Вот, в общем, этот стрим, он посвящен автогонкам. Автогонкам — это профессиональным автогонкам, то есть это как профессиональный вид спорта. И на этом стриме я бы хотел, в принципе, с вами обсудить все вас интересующие вопросы, может быть, как, что, где, зачем, почему, то есть огромнейшее количество вопросов поступает по контенту, Леха, как это будет выглядеть, где ты будешь выступать, в каком классе, короче, вот это вот вся карусель. Спасибо, Мандарин. Я думаю, вся карусель будет ультра интересна всем, потому что на самом деле мне кажется, что любой парень, да, любой мужик такой прям, вот, ну как минимум любит свой транспорт, будь то авто, мото, вот, и тематика очень интересная. Вот, а так как у меня преобладает все-таки мужская аудитория, то я думаю, будет интересно пообщаться. Коротко начну. Как вы знаете, или не знаете, я начал учиться на автогонщика. Прохожу тренировки на Moscow Raceway. Это трасса, она от Москвы в сторону Волоколамска. Вот, там проходят очень часто всякие мероприятия, гонки, не драка, а дрифт. В общем, там все вперемешку, в том числе вот как раз и профессиональные гонки авто. Кстати, и мото там же проходит. Как я к этому пришел? Я решил все-таки, наверное, воплотить в жизнь свою мечту. Очень старую, очень давнюю. И многие у нас... Я колебался между тем, чтобы все-таки посвятить, да, такое, наверное, хобби. Вообще, сначала я рассматривал это как хобби и думал, что, наверное, знаете, я этому посвящу какое-то небольшое время. А постепенно я приехал один раз, приехал второй раз, третий раз. В общем, все это втянуло, засосало, и я все-таки решил реализовать свою мечту. Мечту — это стать профессиональным автогонщиком. У меня сегодня, вот как раз, да, кто подписан на запретграмм мой, hard.inst, или кто подписан на другие мои социальные сети, которые, да, внизу в описании, знают, то, что на какой машине я выступаю, где, зачем и почему. Выступать я буду в классе Porsche. Это, допустим, ну, катаюсь на Cayman, Porsche Cayman GT4. В общем, очень такой интересный для меня класс, который, в общем-то, имеет очень большие скорости. На трассе очень опасный вид спорта. И, конечно, безумно интересный для меня, потому что вся моя жизнь, так как я еще и всю жизнь катаюсь на моте, конечно, это как мой, наверное, моя отдушина. Особо какие-то побрякушки меня не особо интересуют. Это там дорогие часы, там шмотки. Мне вообще плевать, я как-то к этому очень спокойно отношусь. Вот. А вот к авто у меня все-таки, наверное, такая, знаете, слабость. Вот, как вы помните, у меня
кто меня давно смотрит, да, у меня были Porsche Panamera обычный, самый, то есть Porsche Panamera 4. Потом после гонок с Гордеем, по-моему, Гордей участвовал, еще кто-то, ребята, как раз, кстати, на Moscow Raceway проходили гонки. Где-то даже кубок стоит. Нифига, у меня кубок, представляете? Сейчас, секунду. Я вам даже покажу, кто не помнит. Даже, по-моему, написан год. Да? 2019 год. Кубок. Это было заезда Mercedes AMG. Это было очень крутое мероприятие. И, наверное, вот с того момента я, знаете, как вот прям оно в голову, так, знаете, ударило. И я прям задумался и решил как-то... Давайте я его вот так поставлю. Да. Я решил как-то обратить в эту сторону внимание, да. Дальше я очень долго, так скажем, наводил справки, что, где, зачем, как. Кстати, на этом мероприятии я катался на, по-моему, C AMG. C-шка была. После чего я купил E-класс AMG. И это уже, так скажем, постепенно, 612-сильную, я думаю, все ее помнят. Очень лютый был аппарат, вообще просто прям очень бешеные тачки. Вот, продал ее, потому что понял, что если я не начну профессионально учиться, то просто разобьюсь. Это первая была причина, потому что, ну, по платке ездить 27-28 и записывать в этот момент сторис, мне кажется, это плохая затея. Это не стоит вообще в принципе делать. Вот, так что, знаете, я вот решил сделать все-таки, наверное, правильно. Потому что, знаете, на ровном месте развалиться где-нибудь, да, разложиться на трассе просто от того, что ты не умеешь ездить, по-моему, это немножко глупо. Вот. Но не жалею, было очень жалко тачку, но продал. Значит, сейчас у меня две машины, это американцы. Вот, тоже про них обязательно сниму видосы. Но суть, в общем-то, вообще не в этом. Не про тачки, да, что у меня есть, что у меня нет. Я вам говорю именно, почему именно туда потянуло. Если сразу хочу сказать, если есть какие-то вопросы по этой части, что сколько стоит, какие автомобили. У меня есть несколько видеороликов, кстати, с заездом. Могу в таком, знаете, в каком-то эксклюзивном формате, да, могу показать, то есть как это вообще происходит, какие результаты. Сегодня был, кстати, финальный день, на котором я тренировался. Финальный день это именно который на летнем, да, покрытии на асфальте. Дальше это будет зимние заезды. Вот, кстати, ролик с сегодняшнего дня я выложу в Бусти. Ссылка есть внизу в описании. Кому интересно, посмотрите. В телеграм-канал Heart Insight тоже, кстати, сообщу. Лех, можно узнать, а будет ли прохождение GTA 5? Не об этом сейчас. Стрим давай потом. По поводу игр. А когда, а что такое? Неохота. Значит, какие планы? Что ты хочешь? Вообще, для чего тебе это и так далее? Как и говорил, это моя небольшая такая отдушина. Для чего вообще зимний вид спорта, что он, как он себя подразумевает и вообще что делают. Я вам расскажу, как это работает. Летом у меня всего было 5 трек-дней. Это по 2 заезда, сегодня было 3 заезда один день. Там оттачивается мастерство не только, в принципе, самой трассы, знания, а еще и вождения. И с самого начала, то есть, может быть, в силу того, что я просто не боюсь скорости,
Ну, в принципе, вообще, то есть, допустим, для многих скорость свыше там даже 180-200 километров в час, это уже такая, ну, вам сказать, такое что-то непреодолимое, да, что-то недосягаемое. Здесь как-то, ну, не знаю, я себя совершенно спокойно чувствую, наверное, все-таки из-за мотоцикла больше. Значит, по поводу зимы, что там будет происходить, зимой у нас также это будет другой класс, там тоже на паршах они гоняют по льду, это больше уже дрифт идет. Дрифт — это управляемый занос, это очень хорошо, потом будет подспорьем очень крутым будет подспорьем на следующем сезоне, потому что очень часто, когда идешь на максимальных скоростях, допустим, по треку, да, по трассе, когда попадаешь на поребрик, то есть сбоку такая белая полоса, я думаю, вы понимаете, о чем речь, да, на спортивных трассах, машину подзаносит. Если ты что-то не так сделал, ее нужно успеть поймать. Вот, так что очень это послужит таким хорошим, знаете, наверное, подспорьем в будущем. Вот, так что по поводу этого сказал. Значит, почему очень частый вопрос, я тут немножко себе выписал вопросы, почему именно Porsche? Тот класс, в котором я выступаю, это такой золотая середина, то есть условно есть жиги, переделанные, естественно, да, все. Второй класс — это аудюхи, бэхи, ну, плюс-минус, такие вот машинки, да. Третий класс — это Porsche, потом идет, по-моему, GT4, то есть они идут по мощности. В общем, у меня тачка, по-моему, под 400 лошадиных сил, то ли 400 с копейками. Соответственно, следующая уже идет 992-е Porsche, Макларены, R8 Audi, AMG GT, по-моему, да, неправильно называется, Мерсы. То есть это все, что уже туда, под 600 лошадиных сил. Поэтому я решил такую золотую середину, да, взять. То есть существуют профессиональные гонки. Туда попадают только люди... Сегодня очень устал после заездов. В профессиональные гонки попадают люди только с допуском. То есть, чтобы стать профессиональным гонщиком, ты учишься, ты должен проехать по трассе с определенным временем и сдать определенные там нормативы. Вот, поэтому как-то так, в общем-то, то, к чему я стремлюсь. Удостоверение гонщика — это, да, бумага, она дается на год. За год она действует по 31 декабря. То есть сейчас туда щемиться без толку. Почему? Потому что надо просто подождать, когда 31 декабря исполнится. Можно даже в зиму ее взять, чтобы уже в весенний, летний, осенний сезон вкатиться уже на профессиональные гонки. В первую очередь это делаю сам для себя. Вопрос, почему? Знаете, наверное, чтобы отточить профессионализм. То есть мне очень интересно именно моменты, связанные с проуровнем, чем, допустим, с любительским классом. Огромное количество любительских гонок на разных совершенно тоже тачках проходит, в том числе и на паршах. В следующий год вот мы как раз планируем поучаствовать в 5 сразу Porsche гонках. Они, по-моему, как идут одним циклом, если я не ошибаюсь, какие-то королевские гонки или как-то они там называются, я пока точно не знаю, я не интересовался, просто сам факт узнал то, что они есть. Вот, и есть любительские тоже очень крутые гонки, их там 5 или 6 тоже цикл, тоже в них постараемся поучаствовать. Вот, так что как-то так. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Мне будет очень интересно почитать, мне будет очень интересно ответить.
Так что, как-то так. Всем, кстати, приятного аппетита. Я себе здесь вкусняшки купил. Как относишься к маслкарам? Ну, тебе могу показать, как я к ним отношусь. Одну секундочку. У меня, по-моему, карта.инст есть инфа по поводу маслкаров и как я к ним отношусь. Сейчас я даже посмотрю, сейчас сам зайду. По-моему, даже есть фотография, как я к ним отношусь. Нет фотки? Да ладно. Непорядок. Прямо сейчас это исправим. Одну секундочку. Вот так вот и рождаются публикации в инсте. Сейчас, одну секунду. Давайте зайдем. Сейчас все будет. Пост, как говорится, родился на глазах, да? Угу. Вот так вот я примерно отношусь к маслкарам. Сейчас вот прям, он секундочку, он сейчас загрузится. Ну во. Вот это другое дело. Кому интересно, зайдете, да, глянете. Это ответ на вопрос по поводу маслкаров. Да. Так что как-то вот так. Как отношусь, коротко, кому впадло лезть и смотреть, и подписываться на hard.inst, скажу одно, то что он у меня есть. Вот так вот я к нему отношусь. Да. Так что как-то так. Сколько времени собираешься посвятить гонкам? Ну вот смотри. В этот сезон у нас контент, сейчас, секунду, отвечу на донат. Контент с гонок, допустим, с GoPro, может быть, прямые эфиры оттуда могут быть, и нам их разрешили. Вообще, как бы это такая, ну, закрытая информация, да, но с трек-дней лично нам разрешат провести оттуда прямой эфир. Там просто надо соблюдать определенные правила безопасности. И я думаю, что вас приятно удивит следующий год в этом плане. Вот. Также разрешили даже камеру взять во время стрима в авто. Что на самом деле тоже как бы не сильно везде это приветствуется, но как-то так. Кстати, на зимних гонках, на которых я тоже буду, да, вот участвовать. Сейчас мы там по цене определимся. Я думаю, это будет систематически и периодически, если вам будет интересно. Вот. Так что как так. Значит, что еще вы спросили, что-то такое интересное? McLaren 720S или Porsche GT3 RS? Конечно, второй вариант. 100%, конечно. Сколько стоит один трек-день? Мы сейчас эту информацию, я вам даже точно скажу. Чтоб не соврать, я вам более наглядно просто покажу. Мне кажется, это будет правильно.
Кстати, Porsche Cayman Club Sport, он правильно называется, авто. Это тачка именно если есть лицензия, на нем можно выступать. А гоночная серия называется правильно гоночная серия Porsche Sport Challenge. 5 этапов. Москва 3 этапа, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Каждый этап в Москве 1 200 000 стоит. Выездной этап еще прибавьте плюс 300 000. То есть 6600. Это на про уровне 5 гонок профессиональных. 6600. 6 миллионов 600 тысяч. Значит, по поводу где, что и как. Сейчас покажу. Одну секунду. Я думаю, кадры они будут интереснее. Угу. Нашел. Погнали. Я, если что, тренируюсь с Виктором Жилкиным. Сейчас я вам еще раз откроем. Это... Сейчас вам прям покажу, кто это. Это не только мой инструктор, да, инструктор, наверное, тренер. Я вообще бы их назвал. Это у нас победитель, призер чемпионатов Russian Endurance Challenge, Max Power Cars, Porsche Sport Challenge, тренер, технический супервайзер спорткаров на чемпионатах таких-то, кто шарит в Нюрнбург-ринге. Человек выступал с 2012 года, обучает гоночному вождению в России, Германии и Бельгии. Вот такой вот очень добрый, такой, не знаю, прям, короче, очень крутой мужик. По поводу, сколько стоит трек-день. Я думаю, я вам скажу сейчас сам за себя. Авто у них совершенно разные. Разных таких вот, где можно тренироваться куча. Я выбрал вот конкретно вот эту. Это не в виде рекламы, это просто мой личный отзыв. Тачек у них, по-моему, то ли 20, то ли 30 машин. Там, ну там все. Там лотусы, ферики. Я время от времени в Hard Inside телегу закидываю. Всякие... Ну, я не знаю, чего нет. Ну, правда. Мне кажется, там все гоночные машины. Очень много Поршей. 992. Там, ну, там огромный автопарк. Вот. Так что как-то так. Вот как-то вот так вот коротко. Трек-день. По поводу трек-дня я вам сейчас скажу, сколько это стоит. По-моему, одна тренировка, не трек-день, это один заезд. Заезд идет 20 минут. По-моему, 40... Это со скидками, с условием того, что я взял сразу, ну, надолго. Я могу посмотреть, я сегодня доплатил за один заезд, я вам сейчас скажу точно, сколько он мне вышел. В районе 45 тысяч, там что-то вот как-то вот плюс-минус, то есть где-то вот в этом вот диапазоне, сейчас точно прямо могу сказать. 44 500. Это с учетом того, что мы... Астон Мартин, Бугатти это вообще машина не имеет отношения к гонкам вообще в принципе. Если мы берем гонки, то о которых мы говорим. Астон Мартин что-то как-то, по-моему, я один видел, ну, типа, не знаю, такое себе. Астон Мартин, ну, возможно еще, но я их не видел просто. По-моему, я один, за все время видел. Бугатти вообще не про эту тему. Это вообще не про то. Вот, так что, ну вот посчитайте, сколько заездов. То есть заездов всего получается
Что-то порядка... Сейчас скажу. 10, наверное. 10 заездов, да? 10-11 заездов. Что-то вот типа как-то вот так. Какие результаты? Да? То есть смысл. Ты приезжаешь на трек-день, у тебя 2 по 20 идет. Сегодня у меня было 3 по 20. Это уже физически, ну, прям очень сложно. Значит, по поводу того, что касается как будут проходить тренировки далее, этот сезон он больше был, наверное, понять вообще нужно ли мне это. И, ну, в среднем раз в месяц мы ходили, да, на трек-дни, ну, плюс-минус. По-моему, раз в месяц, раз там в полтора месяца. Следующий год, следующий сезон, их будет в 2 раза больше. В один трек-день будет по 3 заезда. И в месяц будет 2 трек-дня. То есть их 2, может быть 3. Так что, друзья, ну, почему я принял такое решение? Потому что, во-первых, я увидел результаты. Давайте откровенно. Результаты раз. Нет, наверное, на первом месте эмоции. Это ни с чем абсолютно мне не передать. Эти эмоции связаны просто даже с самими заездами. Были разные ситуации на треке за вот это вот, да, все время. И, как сказать, мне было довольно интересно. Андрюха. Извини, сразу не увидел. Привет всем, ребят. И скажу следующее, то что эмоции, когда ты начинаешь тренироваться, они одни. Второй, так скажем, пласт эмоций ты получаешь, когда ты начинаешь привозить все лучшее время. То есть вы как бы боретесь со своим временем. То есть вы все лучше проезжаете, вы начинаете больше понимать автомобиль, там и так далее и тому подобное. Приветствую, Лех. Если не забыл, в ТГ выиграл 10к, отчет дожидался марта месяца, добавил денег, купил старшей дочери электросамокат. Ну вот, видишь? Поздравляю. Надо почаще такие розыгрыши делать. Буду стараться почаще платить. Очень приятный донат, спасибо. И поздравляю дочку с электросамокатом. Получается, розыгрыши не зря делаем. Вот. Это чисто для подписчиков. По поводу адреналина на трассе как такового. Сегодня мы ехали на максимум. Сегодня был особенный день, когда я почувствовал и я понял то, что вот все, что было до этого, это другое. Все, что вот сейчас, это уже что-то ближе к профессиональному. Почему? Потому что, во-первых, время. Я сужу по времени. Время я сегодня проехал с разницей всего в 4 секунды. Как я ехал по сухой трассе. Это 2:10 время. И я вам сейчас, наверное, даже показать смогу. Сейчас, одну секунду, у меня телеметрия есть. Где-то я сейчас покажу вам ее. А вот она. Угу. Это вот результаты телеметрии. Скорость в повороте 195 км в час. Характеристики автомобиля и вот сама телеметрия по кругам. 2:10. Это сухой асфальт. Расстояние трассы понятно.
Скорость, соответственно, максимальная, да, на треке это 175, 183, вот даже была на пике. Вот. Так что, как-то так. Здесь более технично проехал, соответственно, привез лучшее время. 2.10. По этой трассе, по этому треку люди едут, ну, где-то 1.50, 1.55, 1.56. Это профессиональные гонщики. Просто, ну, чтобы, да, у нас было понимание по времени. Также в этот сезон мне удалось поездить в дождь. Были трек-дни, когда прям вот дождь. Были у нас трек-дни, когда уже ближе, наверное, к тому, что подмораживало. 5 градусов было на улице, прошел дождь, и еще он и долил дождь. Крайне опасная, крайне прям мокрая трасса, но опыт, который я получил, он был для меня крайне важен. Вот это моя телеметрия, самая первая, такая небольшая история моя, да. Это то, как я приехал, то, с чего я начал обучение. То есть тачка, это не моя, кстати, машина. Как вы видите, время здесь лучшее, 2.49. Это 2.49. Сейчас, я честно, я не знаю, сколько я еду по сухой трассе, потому что просто я не попал в погоду. Я очень хочу еще приехать, проехаться хотя бы 2 заезда, сделать по полностью сухой трассе. Потому что сейчас по дождю я привез 2.14. У меня пока что телеметрии нет, вот на данный момент. Потому что все только сегодня мы ездили. Но 2.14, то есть у меня разница между сухой трассой и трассой, по которой прошел дождь, мокрая трасса, всего 4 секунды. Разница между сухой и мокрой трассой должна быть 30 секунд. Это и не с моих слов, а со слов моего инструктора. Вот. Поэтому, как бы, ну, здесь надо делать выводы. Мое личное мнение, что, блин, ну, наверное, как вам сказать? Ну, это, вот, вы знаете, в принципе, я, наверное, даже показать могу где-то какие-то моменты. Вообще, это в ролике мы планировали сделать. Вы знаете, давайте я, наверное, покажу. Я сейчас найду самый-самый первый заезд. У меня даже есть вот такие вещи. Сейчас я скажу, это 06, 12, да. Это дождь. Угу. Вот, есть в дождь, да, заезд. Да, смогу показать. Эксклюзивы поперли. То есть, вот так вот это выглядит. Вы отмечаете, то есть, смотрит, что у вас есть допуск. Заполняете кучу там документов. И выезжаете уже на саму трассу, на сам трек. Для фона поставлю видео. Как вы видите, даты здесь правильные. Это 06 и 12. Так попало, что я прям в дождь ввалился. И я очень рад этому. Потому что куча ребят ездит только по сухому асфальту. Гонщики... Не бывает такое, что гонки отменяются из-за дождя. Гонщик едет в любую погоду. У него нет такого, что там, ой, пошел дождь, давайте перенесем. Похер всем. Дождь. Ливень, град, я не знаю, шторм, ураган, жара. Вот я один раз в жару попал. С ракет. Просто 30-35, там сколько там было. В машине там кондей, не кондей, там без толку. Там машина нагревается так, что вообще забейте. То есть здесь все выстраиваются, ждут. По трассе ты едешь не один, даже на трек-днях. Очень много людей приходит первыми. В первый раз. То есть вообще в первый раз. Говяжьи глаза, таким же, как я пришел. И как бы такие... Фу, блядь. Что делать? Сейчас я гонщик, блядь, я... Вот.
Очень забавно. Сейчас я могу на вот это вот все посмотреть уже с улыбкой, потому что я знаю такое количество уже ошибок, да, своих. То есть я пересматриваю эти видеоролики. Я знаю огромнейшее количество ошибок, которых я допускаю на дороге. То есть для меня вот это вот был стресс. Честно говорю, по лицу, я думаю, видно то, что я просто потерялся. Я охренел. И я вообще не понимал, что делать. То есть идет дождь, и надо гонять. То есть у меня мозг, он начинает плавиться. Вот. Ну, это был опыт. Для меня был опыт прекрасный. Кстати, видите, как бросает? Опа. Это по незнанке. Вот это вот все. Это мои первые тренировки. Это уверенность в том, что я мамин гонщик. Это прям вот. Когда ты уверен, что ты все делаешь правильно. Не, ну у меня ешка была 612 сильная. Ну я ж крутой. Угу. На трек выехал. Дорога тебе скала. Да, правда? Крутой? Не, чувак, ездить ты не умеешь. Вообще. Ты даже не понимаешь вообще, в принципе, как это делать. Так что... как-то так. Сейчас, секунду. Сейчас я, конечно, уже, с улыбкой смотрю на вот это, да. Это, я повторюсь, за 5 трек-дней. За следующий сезон, я уверен, то, что это будет, из 2 минут я выйду. 100%. Причем я думаю, что прям в первые 2-3 трек-дня. Сегодня очень все круто было. Сегодня ехал. Обязательно вам этот заезд покажу. Именно сегодняшний, как я ехал. Результаты просто потрясающие. То есть вы увидите уже по-другому и другие скорости, и как по-другому едем. Очень забавная такая тема, то что... Вот здесь вот тоже очень забавная тема, как я все повороты сейчас проезжаю, тоже так залипаю. Вот, и... Вот такие вот, да, штуки. То есть ты не понимаешь даже, когда газовать, когда газ сбрасывать, как, что, ты видишь, что творится? То есть мокрый асфальт и незнание машины, незнание трассы, непонимание вообще, что происходит, но я собрался. Скорости какие тут? До 200. Здесь речь идет где-то о... Здесь речь идет где-то о 180. Ну, сейчас я повороты, допустим, залетаю. Я думаю, что под сотню уже. Это вот этот вот на 180 градусов поворот. Вот. К чему веду? Прошло время. Здесь вам сильно долго спойлерить не буду, о чем мы разговаривали, там, как вообще процесс обучения. Не хочу вам голову засирать. 8-й. Это уже по сухому. По сухой дороге. Вот такая вот тут есть штука тоже. Это уже именно сухая дорога. Сухой асфальт. Здесь, кстати, на удивление, я отлично проехал. Отлично, но здесь в одном месте я пока не хочу это все обсуждать, показывать. Чуть не произошла очень серьезная авария. 3 машины бы разбили. Вообще просто они бы разлетелись в разные стороны, как знаешь, как кубик. Здесь вы видите, что уже я катаюсь по-другому. То есть, если вы обратите внимание на скорости, если вы обратите внимание на манеру поведения, и видите, меня уже машины пропускают. То есть, меня уже пропускают другие пилоты. Либо это неопытные, опытные. Здесь суть не в этом. То есть, видите, вот опять ошибка, да, допущена. Хотя это второй, по-моему, день тренировок или что-то типа такого. Но так как и в любом виде спорта, да, неважно, автоспорт или еще какой-то, если ты слушаешь своего инструктора, будь то тренер, да, спортсмены, меня ребята поймут, у тебя будет все получаться. То есть ты все быстрее, лучше будешь. То есть, видишь, он говорит, типа, все нормально, не переживай. То есть вы со 2-й, с 3-й тренировки вы начинаете гоняться за временем. Вы начинаете гоняться, и вы допускаете ошибку, и это нормально.
То есть все больше, больше, больше. Вот, допустим, вот это вот место, да, вот я уже знаю, что я неправильно прошел, вот я только-только руль выкручиваю. То есть, как сказать, это... Ну, это сейчас я могу так говорить, да, вот. Давайте еще дальше мотнем. Это, по-моему, была вторая тренировка. Почему футболки там, где... кстати, вот здесь тут очень интересные моменты. Это тоже, так скажем, небольшой показатель не только того, кто едет. Сейчас я вам покажу этот момент. Какие машины по треку идут. То есть, в принципе, авария может быть где угодно, в любом месте. Вот проходится один поворот, здесь руль прямо выпрямляется, дальше он едешь до конца, до сюда упираешься. Вот видите, я этого не сделал. Как результат, бросанул немножко жопу. Передо мной едет Феррари, за Феррари едет Ламбо Уракан. И вот здесь вот, смотрите, это вот то, про что я говорил. Есть люди, которые очень боятся скорости. Феррари они едут, Ламбы, я не знаю, хоть им, я не знаю, хоть им вертолет дай, они будут бояться. У меня это уже на начальном этапе полностью отсутствует. То есть я могу подлететь на машине, то есть я увидел ее раз тормоза, два тормоза, три тормоза, как она оттормаживается. Я могу подлетать прям, то есть сейчас я оттормаживаюсь уже, ну, с 80 где-то метров. 80, 75 метров. Вот сегодня я оттормаживался по влажному асфальту. По влажному, да? То есть вы представляете, а вообще положено со 150 метров оттормаживаться. То есть у меня линия торможения все меньше и меньше. Соответственно, я сокращаю время. Ну и так далее. То есть, да, за счет этого тоже показываются результаты. То есть, вот видите, ферик. Вот они разгоняются, но они уже начинают тормозить. Люди боятся. То есть, они видят поворот, очень такой затяжной, там, свыше 90 градусов. Все, там кома начинается. По поводу каркасника или не каркасника. Вот передо мной Ламбо едет, если что. Тоже я сразу могу вот сейчас вот даже уже увидеть то, что это новичок. Такой же, в принципе, как я на тот момент. Вот видишь, вот он не гонит. То есть, чувак, по идее, на Уракане, понимаешь? А он не понимает. Смотри, вот я вот уже, это вторая всего, это второй трек-день. Посмотри, я залетаю. То есть, и при этом я понимаю, что может быть. То есть, ты понимаешь, что вообще происходит? Вот раз, два, на треке, кстати, очень инструктора между собой очень внимательны. Они смотрят, вот здесь чуть не улетел. Вот здесь я допустил ошибку, пережал. То есть на радостях, что я одного обогнал, второго, третьего. Пережал, все. Чуть пережал, ты улетаешь с трека сразу туда, на гравий. На гравий, на траву, там, в зависимости уже от места. Здесь, то есть, видите, всего-навсего второй трек-день, я меньше боюсь. Видишь, сзади машина лупит. Вот я его, допустим, пропускаю. Я вижу, что я его не везу. Видите? Я его пропускаю. Вот этого человека. Одного, второго. Все, то есть так положено. Сейчас меня пропускают. То есть сейчас я несусь, и сегодня, допустим, вообще меня никто не обгонял. Пусть там не так много машин, но вообще никто. То есть я понимаю, что, ну, с моим временем там, условно, там 2.14 по мокрому асфальту уже как бы, ну, надо уметь водить машину, чтобы меня догнать, обогнать и перегнать. Прям конкретно надо уже уметь водить машину. Вот. Это второй день. Значит, по поводу дальнейших, да, наших. Вот мне, кстати, только что скинули. 16-10 у меня есть. У меня есть прям наисвежайший, наисмачнейший. Батюшки святы! Огромное спасибо. Спасибо. Вот это уже... Вот это уже эксклюзивчик. Сабиночка, браво. Браво. Умница, дочка, умница. Так, вот это уже уважаемо, уважаемо. Здесь, наверное, телеметрии у нас еще нету. Еще ее не скидывали, но видео, да, видео у нас уже есть. Давайте понаблюдаем. То есть, смотрите, это предпоследний, это 16 октября, и сегодня у меня еще был заезд 23-го. Смотрите, то есть, обратите внимание, прошло, вы сейчас смотрели второй заезд, то есть прошел третий, и получается вот это четвертый. Обратите внимание, насколько меняется подход, качается скилл и меняется автомобиль. То есть вот здесь уже каркас. Здесь уже машина посерьезнее. Здесь уже прям то, что вы видите по телевизору. Здесь прям уже, ну, предпоследний день получается. Здесь уже как бы, ну, да, картинка другая. Вот, то есть здесь уже как мы привыкли смотреть
по ТВ. Здесь дождь. Здесь тоже дождь. И погода 5 или 6 градусов. Холодище. Вот я попал, сука, в дождь и в самую холодину. Вот в самое дупло, в которое можно было попасть, я попал. Прям просто вот самое-самое вот... Сука, я прям приехал, говорю, да твою-то мать! Но я вам скажу следующее. То, что это за тачка, это Porsche GT4, по-моему, он идет. Я вам покажу ее. Покажу, она у меня постоянно в этом. Вы же видели в телеге Hard Insight. Я говорю, подпишитесь на телегу, будете все знать. Вот тележка, если что. Все то же самое, подъезжаем. Здесь уже переговорное устройство другое. Здесь вон через эти. То есть здесь уже как бы левел другой. Показываются браслеты. И я просто охренел с трека. Честно говорю, я вообще выпал. Потому что зацепа там не то что 0. Там просто вообще очко. Понимаешь? То есть вот... Но здесь технически уже гораздо более правильно я еду. То есть скорости уже вы видите. Это холодный асфальт. Просто забейте. И здесь уже, ну, очень много рисков в разных моментах. И если вы обратите внимание, юзом меня уже нигде не несет. То есть это правильный проход поворота. Она скользит, но такая, знаете, еще. То есть видите? Видишь, как блестит? То есть такой, как будто подморозила уже корочка. Прям на тоненького, да. При этом, кстати, лужи, да. На поребрике заезжать вообще нельзя, вот на эти. Улетишь сразу. Еще вода стоит. Он говорит, в воду заедешь, полетишь. Резина полуслик. Сегодня был полуслик, крайний заезд. На крайнем. Поэтому я и время показал. Ну там зацеп вообще был шикарный. А до этого полностью... Ты видишь, что творится с асфальтом? А до этого полностью дождевая. Вообще полностью. То есть просто вот... Ну... Я приехал, я говорю, я охренел. Я выехал, я еще так смотрю, раз, она, знаешь, такая прям неуверенно стоит. Я говорю, о. И, чтобы вы понимали, проводятся гонки. Проводятся, то есть плевать. Сегодня, не сегодня, вру. В тот раз я узнал одну очень интересную вещь. Омникс, привет. Очень интересную вещь узнал. Знаете, какую? То, что... Вот смотрите, как я... Вот она разница между опытным гонщиком, уже, да, более-менее, и новичком. Вот смотрите, как человек подъезжает. Если честно, я бы абсолютно так же подъезжал. То есть новички просто вообще останавливаются. И опытные гонщики, вот вы представьте, допустим, да? Сейчас момент. Вот он. Он тормозит, а я его догоняю, то есть у меня скорость очень большая. И при этом я вот здесь торможу просто, чтобы его не снести с трассы. Он меня не видит. То есть до момента, пока он не отъехал и аварийку не включил, обгонять, ну, крайне херовая затея. Потому что можно просто, ну, вместе с ним туда улететь, в помойку и все. На выходе распускаемся, все, едем. И вот момент, здесь тут наглядно я вам покажу, с какого, я напоминаю, это очень холодный асфальт. Очень холодный, очень опасная, ну, как мне сказали, самая опасная эта трасса. С какого момента я начинаю тормозить? 200, 150, я не торможу. Вот он, вот здесь то только тормоз. То есть где-то с 90 на мокром асфальте я торможу. Но здесь, вот здесь, еще я неправильно прохожу этот поворот. Вот конкретно этот трек-день. Этот поворот проходится неправильно. Тут на самом деле надо дальше проезжать в кола. Дальше проезжаешь, и вот так вот туда вот тут вылетаешь. Вот прям режешь вот здесь. То есть получается, я уже должен был ехать вот не по такой траектории, вот по такой. То есть я уже туда должен прям влетать в этот поворот. Чтобы вы понимали, гонщики, вот они, видите, черные полосы, они прям вылетают туда. То есть они прям вылетают, задевают поребрик и туда дальше несутся, уже напрямую. Вот, видишь, меня даже чуть бросануло. Потому что я охренел, насколько мокрые. То есть насколько мокрые, насколько... неуверенно ты стоишь. И вот тоже наглядный пример. То есть, видите, страх, он уже
Все меньше, 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 меньше. Очень хочу, чтобы вы сегодня, вот сегодняшний, посмотрели. Там вообще, ну, другое. Там все вообще другое. Вот здесь, кстати, тоже ошибка небольшая я допустил. Во что это выльется? Давайте перейду к тому, вообще, к чему это все дело идет, во что это выльется и чем вообще это закончится. Как раз, кстати, обратите внимание вот на этот самый сложный поворот. Увидите, как сейчас я его прохожу. Вот здесь тут тоже бросануло из-за мокрого асфальта. Ну, естественно, из-за моих ошибок. Я думаю, что на сегодняшний день я могу ехать 2.05. Могу ехать 2.05 эту трассу 100%. По поводу... Во что это выльется? Я думаю, что это выльется в то, что, во-первых, я класс со временем буду повышать, они будут торопиться, да, туда лезть выше. GT4, GT3, то есть туда. На все эти вот мероприятия, это официальные мероприятия, которые проходят по Матч ТВ. Если честно, я бы с радостью, с огромной радостью с вами там поконтактировал. Так как это официальное все-таки мероприятие, там огромнейшее количество людей, всегда присутствуют там дрифтеры, кто там на корчах, на разных и так далее. Ну, посмотрите в интернете Moscow Raceway, как проходит мероприятие, там плюнуть некуда. Можно даже будет, в принципе, поболеть. То есть, чисто по-хорошему, мне было бы очень приятно. Даже если один человек будет орать с трибун, не знаю, мне будет приятно. Вот, так что, кто захочет с малыми, я не знаю, насколько эта тема интересна, напишите, пожалуйста, в чате, либо в комментариях, кто будет в повторе смотреть, огромное количество людей будет смотреть в повторе, напишите, интересна ли вам подобная тема. Потому что это будет проходить мероприятие, вот если брать даже Паршовское, вот видишь, опять ошибка. Оно будет проходить в разных городах, то есть мы сможем с вами увидеться и в Питере, вот, допустим, даже, да, по поршевским мероприятиям. 3 заезда: Москва, Питер, Нижний Новгород. То есть, ну, вы можете прям там ко мне подходить, в принципе. То есть, естественно, в боксы, наверное, вряд ли зайдете. Ну, конечно, я ко всем выйду, ребят. Вы меня знаете, никогда не бывало такого, чтобы я там забивал или там с кем-то не фоткался, так что как-то так. Но это очень крутое, на самом деле, мероприятие, на которое можно прийти именно с близкими. То есть на гонки я бы сходил даже со своими детьми, они посмотрели, кстати, у меня старший был там, я его завел прям в бокс, он посмотрел, он просто охерел, то есть он ехал там посмотреть условно на маленькие машинки какие-то, а тут гоночные там суперкары, знаешь, то есть он зашел, просто, блядь, потерялся, он такой, типа, чё? Что происходит? Что это такое? Я ничего не понимаю, вот. Так что, короче, как-то так. Ну, я думаю, что, я говорю, следующий год я просто специально не стал ничего снимать, там как-то сильно долго анонсировать на тему того, что там получится, да, там не получится. Мне очень хотелось, чтобы я сам для себя в первую очередь понял, получится ли у меня. То есть и нужно ли мне это, понимаете? Вот. Так что как-то так. И контент хотелось дать именно профессиональный. Для меня это было крайне принципиально. Кстати... Кстати, еще один день нашел. Очень будет интересно глянуть сухой асфальт. Это именно сухой асфальт, да. Сухому асфальту просто и скорости другие совершенно, и... Вон они, трибуны, кстати, видите, сколько трибун? Там просто их немерено. Это вот выезд, только самый-самый выезд. Здесь все разгоняются и погнали. Сейчас я сюда уже прям вылетаю. Сегодня просто влетел так. Вообще забей. Здесь я уже по-другому еду. На число не смотреть. Скорость видите, да, в поворот? И не занесло. Здесь это минус 2,5 секунды где-то. Не 2,5, 1,8 где-то секунды. Если что, не сегодняшний день.
Ну, сами видите скорость. Просто сумасшедшая. Я ждал, кстати, подобного сообщения в чате. Мне кажется, для контента скучная тема. Разжеванная по 100 раз, типа заезженная. Ну, давай. Давай. Только как диалог, ладно? Без негатива. Сука. Хорошо. Привет от Кирюхи Варпача, просил передать. О! Спасибо. Если это правда, то ему тоже большой привет. Если неправда, да и похуй, тоже огромный. Кирюха, смотрю, лайкаю. Все как положено, брат. Будешь в Москве, давай там это. Там, с этими, со всеми там этим. Буду очень рад. К чему говорю? К чему веду? Человек говорит, а мне кажется, что скучная и заезженная тема. У меня один вопрос к тебе. Келли, да? Правильно? Келли, наверное, парень. Кто из популярных? Я стример, давай скажу за стримеров. Хоть один профессионально где-то выступает. Я не говорю купить жигу. Имба, пацаны! Опа, ёпта! Смотри, ёпта, на крокусе! Нет, я тебе говорю за профессиональный контент. За профессиональный контент на официальных мероприятиях. Ну? Ну, хоть один. Заезженные темы при этом. С Волоколамска привет. О, Влад, здорово, пацаны, здорово. Егор Крид? Да, правда. Я говорю из крупных популярных стримеров. Стримеров, хоть один. Стил, профессиональный гонщик? А где он выступал? Я, кстати, к Стилу очень хорошо отношусь. А где он выступал, не подскажешь? Где он тренируется, на какой трассе? Не парите хуйню. Контент очень сложный, очень опасный, очень дорогостоящий. И очень время затратный. Я очень рад, если буду человеком, кто покажет именно вот ту сторону медали. Там. Все, что за кадром. Как проходят тренировки. Каково это. Что это, где это, как это. Так что как-то так. Кстати, по поводу тренировок. Минус 3,5 килограмма, товарищ. Да. Скоро выложу результаты. Потихонечку все идет. Тоже, да, не просто так я начал. Вот. Ну, я как бы не осуждаю своих коллег по цеху. Контент крайне... Посмотри, что творится. Посмотри. Мне, сука, смотреть страшно на этот момент. Смотри. Сейчас, секунду, ребят. Сорян, я просто, наверное, уже помешан на всей этой теме. Извините, я поймал кадр, у меня глаз задергался. Вы понимаете вообще все повороты, на каких скоростях уже проходятся? Я говорю, очень жаль, что сегодняшнего видео нет. Видишь, уже вылетаю на этот, на поребрик. Смотри в лед. Просто смотри скорость. Вот, увидели, да, блядь, реакцию? Увидели, сука? Увидели? Вот она реакция. Ее невозможно наиграть. Бля, я даже не видел это. То есть у тебя масштаб сжима очка
Он, понимаешь, блядь, он вот такой, когда ты эту цепочку проходишь. Понимаешь? Вот она, вот за этим я туда пришел. Когда ты едешь, говоришь, блядь, сейчас я, сука, вылечу. Сейчас вылечу, раз. И ты чувствуешь, вот. Говорит, бля. Согласись? Вот как-то вот так вот, понимаешь? Так что, как-то так. И вот здесь тормоз. То есть с 80. Опять неправильно пройденный этот поворот. Уже получше, но неправильно пройденный. Сон неправильно, сон здесь потеряю я скорость. Сегодня я эти ошибки исправил. Видишь, вот я показываю ему, то есть я говорю, затупил, херню сделал. То есть очень важно, когда ты сам видишь ошибки. И вот посмотрите, с какой скоростью я уже другие тачки догоняю. Понятно, что, ну, это не какие-то там гонщики, там все остальные, но просто уже вот, ну, на уверенности, на любых вообще поворотах. Видишь, они как ошибаются. Люди там тормозят, еще что-то. Все, просто по 2 машины ты проезжаешь. То есть ты влетаешь туда. Вот в этот вот поворот. Вот в этот вот поворот. Я вам обязательно это покажу, как сегодня я в него влетал. Там... Ну, сегодня вот этот поворот мне принес 1,82, по-моему, секунды. 1,8 секунды. Я просто туда вот так вот по прямой залетел. И это правильно, его проезжать. Я чуть не обосрался, я вам клянусь. Я всю жизнь вспомнил, просто все вспомнил. Просто, ну, все, что в принципе можно и нельзя. Очень страшно, очень страшно. Равшан сказал, что ты легенда и топ-стример. Да ладно, хороший еще, пацаны. Я не думаю, что так Равшан сказал. Пацаны, я говорил уже очень давно, то что я очень давно, я не знаю их тусовку, да, там, пацанов, ребят, но Стила я знаю очень давно. Еще со времен, там, блядь, 17-го года, по-моему, даже как-то вместе там чилили, тусовались, вот. И ссорились, и ругались, и мирились, короче, все было. Вот, я вспоминаю сон с улыбкой. И я когда начал, то что они начали, даже, вот их, блядь, осуждали, вот это, когда они там начали, понимаешь? А я, сука, я, может быть, просто тачки люблю. Может быть, я... Вот, кстати, идеально пройденный поворот. Вот этот вот, смотри. Вот к этому... Сейчас, извините, я отвлекся немножко. А меня, понимаешь, у меня жопа сгорела, меня ураган обогнал. Я говорю, сука. Я говорю, какого хуя? Я говорю, где ты? Я говорю, иди сюда, блядь. Понимаешь, я говорю, ты сучара, еще так пролетел мимо меня. Ну, у него на 200 почти лошадиных сил больше. Я говорю, ах ты, блядь. Я говорю, Рюга, блядь. Я говорю, ну-ка. И я за ним, понимаешь, уцепился. И сам не заметил как, короче, пиздец, как четко прошел вот это место. Смысл? Чуть-чуть еще надо было подальше. То есть доезжаешь вот до сюда где-то и прям вот так вот едешь. Без тормозов. Все, здесь вообще не тормозишь. Раз, выровнял руль, 2, и еще доворачиваешь. И видишь? И вот он, сука, просто за счет того, что в нем кобыл больше, он ушел. Понимаешь? А у меня, блядь, вот оно это лицо, понимаешь? Я говорю, сука, блядь! Я говорю, ну какого хера? Он просто по прямой уехал. Потому что, ну, там, 600, я не помню, сколько там в Уракане, там, немерено там. Они же еще какие-то там, блядь, перформанс, не перформанс. Вот. Так что, как-то так. А по поводу пацанов, я когда увидел то, что они начали с тачками что-то делать, понимаешь, для меня это... Ну, я не буду же писать, блядь, пацаны, там, я вот тоже, там, это, там, вы возьмите, там, меня, я тоже хочу, там, мне машины нравятся. Я думаю, ну ладно, что, может там как-нибудь погоняем где-нибудь там или еще что-то, может на каком-то мероприятии пересечемся. И я просто начал сам по себе, блять, очень опасно, сам по себе начал просто воплощать свою мечту в жизнь. Вот этот вот задор, то, что мне этот ураган дал, вы видите, концентрация? Поняли, да? Что это такое? Это вообще другое. Ураган, кстати, очень круто едет. Вот я смотрю, как он едет. Видишь, я раз, чуть-чуть. Вот здесь вот я ошибаюсь. Это в погоне опять за ним. Видишь, я улыбаюсь, и я понимаю, что, ну, я херню сделал. Но сейчас я бы, наверное, еще, ну, не знаю бы, кто уехал или не уехал. То есть уехал бы этот ураган или нет уже от меня. Здесь уже под вопросом. То есть здесь, не знаю, такое. Ну, как сказать, 50 на 50. То есть вы видите скорость.
Ну, они кардинально изменились. То есть просто кардинально. Скорости, прохождения поворотов. И вы не понимаете даже, как вообще это работает. Телеметрия — это вещь, которая... Вот я сижу, вот инструктор, и у него справа... Короче, на правой стойке у него висит телефон. Мне достаточно чуть глаза повернуть, и там пишется, там, в конкретной точке, то есть, сколько я еду. Больше... Как спидраны в играх, поняли? Поняли, да? Спидран в игре, когда проходишь, типа, и показывает, как ты хорошо прошел. Лучше, хуже, то есть, время в конкретной точке. И я, короче, посматриваю, я такой раз смотрю, и когда я сегодня увидел то, что... Я говорю, я вообще своим глазам не поверил. Я говорю, блядь, что? Я, понимаешь, я вот так сел, я смотрю, 2.14, я говорю, да ну нахер. На мокром асфальте, я говорю, что? Как это вообще произошло? То есть, ну не может такого быть. И ты понимаешь, что ты не зря и ходишь. То есть, ты понимаешь, ты все лучше, ты, как сказать, совершенствуешь, да, свой навык, совершенствуешь свой скилл, совершенно вообще другое понимание автомобиля, допустим, сейчас, да, который у меня Dodge седан, вот, вообще другое понимание автомобиля, то есть я уже, ну, его воспринимаю по-другому, понимаете? Все в папке, кроме сегодняшнего трек-дня, а я как раз смотрю то, что мне интересно, вот, и... Меня уже тянет, уже, понимаешь, посоревноваться. Меня уже тянет именно поучаствовать в заезде, где, ну, профессиональные гонки, это когда со старта, да, стартует большое количество машин, они борются между собой, там идет борьба, там, я не помню, там, не интересовался, сколько там кругов, еще что-то, мне еще пока это не нужно было. Вот, и для меня, как бы, ну, это вот следующий этап, к которому я ждал, когда я сам внутренне, опять ошибаюсь здесь, как сам внутренне буду готов. То есть вот они места, видите, вот для тачек. Ну вы поняли, да, как машины стартуют разом все. То есть флаг, и они поехали. Вот. Для меня это, конечно, ну... Видите, вот. То есть, ну, разница, да? Для меня это, ну, конечно, это очень круто. Это эмоции... Те эмоции, которые я получаю, наверное, только от мотоцикла и от машины. Понимаешь, это прям, короче, вау. Для меня это вау. Вот. Поэтому как-то так. По поводу получится или нет выступить и как можно выступить, я не знаю. Что может быть на гонках, я прекрасно знаю. Я видел то, что есть... Давайте я оставлю так для фона, чтобы, да, не сеть, не втыкать. Я видел то, что случается. Вот он показывает то, что идеально прошел поворот. Я видел, что случается. Я видел, как бьются. Как бьются во время борьбы, бьются во время вылетов. Кто спрашивал в социальных сетях, там, страшно или нет? Блять, страшно. Ну, конечно, страшно. Ну, кто не страшно, тот, наверное, ну, дурак немножко. Неправильно оба поворота прошел. Вот. Поэтому как-то так. Но когда ты за рулем автомобиля, когда вот именно в тот миг ты находишься, да, вот в том моменте, ты вообще ни о чем не думаешь. То есть ты вот там. То есть ты вот прям там. При этом я не буду показывать видео. Оно есть. Просто, ну, не принято показывать их и, так скажем, о таких моментах как бы говорить. Уже был момент, когда автомобиль горел. Вот. Я к этому тоже, ну, отнесся спокойно. Как-то, наверное, как к рабочей ситуации. Успели выпрыгнуть, успели, как бы, ну, все окей. То есть случается и такое на треке, что тачки загораются, и не только от ударов, а, допустим, от мотора, от того, что полетел, еще от чего-то. То есть может быть и такое. Да, показывать не хочу, не буду, пусть это останется в тренировочном моменте, но Димон видел. Он со мной в этот день на треке был. Вот.
Мы с ним как бы договорились с тренером, то что, ну, не нужно это выкладывать. Это просто реально не нужно выкладывать. Я бы не хотел, чтобы это повторилось. Просто пусть это будет там, за кадром. Но, конечно, такое, когда вот здесь вот я чуть не улетел. Чуть-чуть я здесь не улетел. Вот это вот за все время самая большая ошибка, которую я проходил. Здесь я завтыкал. Здесь завтыкал в одну точку. Мы потом разбирали этот момент, я смотрел его. Он мне четко все проговорил, то есть что не так я сделал. Здесь я просто завтыкал, то есть я немножко начал подвтыкать в трассу именно в повороты. Но здесь я быстро, то есть себя уже пришел и дальше пошел. Да. Да ладно. Что? Что случилось? Здесь на самом деле ошибка. Ошибка, сейчас скажу даже в чем. Я машину удержал, как бы. Она не вылетела никуда. Я сейчас скажу, с чем ошибка была. Ну тут траектория говна. Здесь вот отсюда вообще заходится. Справа. С правого угла. А я в упор подъехал. То есть здесь машина по инерции полетит вот туда. Если вот здесь крутануть рулем резко влево, то все. То случилось то, что она вот... Вот что случилось. Нет. Нет, даже не здесь. Здесь то же самое. Кстати, скорость здесь была большая. Здесь... здесь газ я дал. Газ, получается, да? Нет. Подожди, не пойму, а где, в какой поворот это было? Здесь, что ли? Что здесь произошло вообще? Ёпта. Или я уже переехал этот момент? Подожди-ка. Вот я его обогнал. Где я ошибся? На чем? Я просто что-то это воткнул немножко. Ой, я не пойму поворот, но там скорость очень высокая была. Здесь, что ли? Наверное, он здесь. 100%. Нет, зашел. Что я вот здесь прям удивился, то, что зашел. Вот здесь, скорее всего. Чё, блядь? Не понял. А где? Все. Не-не-не, это все, я понял. Это ответ очень простой. Все. Это ошибка. Сейчас я прям разберу четко. Мне даже самому интересно стало. Вот отсюда заходится справа. Вот здесь. Вообще прямо от самого поребрика справа заходится. И здесь то же самое. Здесь машина, вот она по инерции летит. Здесь газ, передавил. Все. Вот у нее крен. То есть пошел. Все. Конец. Ну, здесь я ее поймал. Здесь немножко опыт, наверное, таких моментов он. Газ. Здесь газ передавил, да. Здесь газ прям нормально передавил. Опасный момент. Опасный. Скорость там, не скажу, что сильно высокая была, но и далеко не маленькая. Угу. По поводу перегрузок. Перегрузки, если ехать на пределе, то есть когда резина уже скрипит, ты входишь в поворот, она такая, знаешь, близкая, вот как будто тебя уже несет. Понимаешь, вот она очень близко. Вот видишь, сколько ошибок. Вот я говорю, я сегодня вообще кардинально по-другому ехал. Когда она уже скрипит, вот тогда ты постоянно идешь в адреналине. Понимаешь? И перегрузка, особенно в затяжных поворотах, вообще забейте. Ну, он запредельный. Просто она неадекватная идет. То есть там прям ты лупишь, вот особенно вот в эти, вот раз, там второй поворот. Ты подлетаешь на огромной скорости, оттормаживаешься, и потом вот это начинается вот это вот волоебство вот это вот, знаете, вот влево, вправо. Но я не знаю, я с этим как-то научился справляться.
Бояться я изначально не боялся. Может быть, за счет этого я так быстро научился. То есть у меня, я говорю, у меня страх, вот, допустим, сближение с автомобилем, у меня нет страха. То есть я спокойно отношусь. Только он пропускает, все, я уже еду. То есть прям вот секунду, только я вижу то, что он отъезжает, все, я уже вижу, где я могу проехать. Но это, наверное, я говорю, потому что всю жизнь на тачках, и тоже тачки разные были, мощные и так далее. Вот этот вот мне очень паршак понравился, передо мной едет. Я не помню, как он точно правильно называется. Но очень крутой. Очень-очень-очень прям крутой. Так что как-то вот так. Вот такая вот карусель. Коробка автомат. Там делится на 2 этапа. Сейчас прочитаю, ребят, одну секунду. Там делится на 2 этапа. Ты едешь, чтобы сконцентрироваться полностью на трассе, на понимании автомобиля, на понимании всего остального. Для меня самое простое — это переключение коробки. Я очень много ездил на ручке. Очень много. То есть для меня это вообще, ну, не проблема. И лепестки то же самое. То есть я очень быстро как бы втянусь, потому что я на МГшке постоянно на лепестках ездил. То есть я по звуку мотора слышу элементарно. Мне не надо даже смотреть там на проекцию, еще на что-то. В каких-то вспомогательных мне, ну, не нужно. Вот, поэтому лепестки — это со следующего сезона. Здесь сейчас было важно понимание самой трассы. Трасса. То есть это вот прям must have. Плюсом, сейчас будет огромный плюс, это когда полетим в зиму. Бля, я постараюсь сейчас найти. Они в зиму дубасят. Сейчас. Это вот то, что мне предстоит. Я думаю, что я найду сейчас. Я только вот не уверен, он едет или он пешком здесь, блядь, идет. Что он делает? Сейчас, секунду. Оу. Сейчас покажу. Вот. Вот такая тема. Она уже... Первое, что нашел. Не стал даже долго искать. Это то же самое Moscow Raceway, но зимой. То есть здесь именно оттачивается мастерство езды зимой. Отключается полностью все. Отключаются все возможные системы стабилизации, херации, антипробуксовка, антиотсосовка и все остальное. Здесь вот это чтобы просто чувствовать машину. Я буду на этом же паршаке ездить, только он на подвеску на другую перейдет. Ну и на все остальное. Кстати, сверху кажется очень забавно. Как будто очень медленно едут. На самом деле это не так. Не настолько уж они медленно едут. Сплошной дрифт, да. Это очень круто, да. Там, естественно, уже повороты гораздо больше там и так далее. Очень хочу, очень интересно. Да, это чистый контроль машины. То есть прям чистейший контроль машины. Это прям, ну, прям вот 100%. Это уже мастерство, да, то есть здесь оттачивается. Ну и просто я не хочу сидеть в зиму без мото и без гонок. Это была одной из причин. Может быть, вообще себе какую-нибудь жигу соберу. Я не знаю, или возьму у ребят жигу и буду на ней тренироваться. Вообще запросто это может быть. То есть вообще не исключено. То, что будет оно именно так. Вообще запросто это может быть. Вот. Так что... Сейчас попробую найти какие-то более такие профессиональные видосы. Выглядит, конечно, зимой вообще люто. Хочется именно с машины, то есть посмотреть. Ну вот они прям, да. Они уже, знаешь... Ну, на самом деле, это даже пригодится и...
Это даже пригодится в реальной жизни. Очень пригодится. Если зимой ошибешься в сугробе окажешься. А на треке я, наверное, просто эту тему не затронул или не показывал. Это самый дорогой вид спорта, как бы считается вообще, автогонки. Почему? Ну, например, это просто первые рандомные кадры. Это я не беру какой-то другой вообще этот. Представляете, что здесь вообще происходит? Причем вы посмотрите, что здесь ездит. Представляешь, что это такое? Вы представляете, сколько это стоит? Вообще осознаете? Это, ну, просто это вот первое, что вот, так скажем, попало, да, на глаза. И есть обратная сторона у автоспорта. Ну, например, вот такая. Это тот самый поворот, про который я вам говорил сегодня неоднократно. У автоспорта есть вот такая сторона, например. В принципе, каждый заезд вы себя подвергаете, ну, например, вот такому риску. То есть, может быть и такое. Причем эта машина далеко не самая быстрая. Вообще не самая быстрая. Это машины, ну, классом ниже. Гораздо ниже, чем Porsche. На Поршаке бы здесь улетели, я не знаю, через ограждение бы он улетел. То есть может быть и вот такое. И любой гонщик всегда к этому готов, когда спрашивают, страшно или нет. Я тоже к этому готов. Охлаждают сразу тормоза, колеса. Я не понял, что здесь произошло. Кстати, можно за этот случай спросить. Я не понял, как они улетели. У них что-то произошло. Вот если вот сюда вот смотреть, что-то произошло, я не понял, что. Ой, блядь. По-моему, вот у этого тормоза отказали, он его просто снес. Каркас, ребят, ну поверьте, от такого удара на каркасе как бы тоже... Страшно гореть. Гореть страшно. Услышите меня просто. Не страшно разбиться, потому что там шеститочечные ремни. Раз, два, и где пах, 3. То есть 5, наверное, да, они получаются. 2, 2, да. Страшно именно вот. Это прям гонщики, если что. Вот он, наверное, этот момент. Охренеть. Это просто забей. Я не понимаю, что он сделал. Этот ехал совершенно правильно, это просто по прямой. Lamborghini Галарго. О! Любимый поворот. Где-то я его уже видел. Не могу вспомнить где. Ёб твою мать, здесь тачки едут. Боже. Вы вообще понимаете, что это такое? Здесь просто соприкасание двух машин. Это сразу... Твою мать.
Что-то от кого-то улетело. Кусок ушел от кого-то. Сразу 1,4 миллиона. Нормально. Все будет хорошо, ребят. Давайте не будем о плохом. Так. Если вам интересно, давайте сделаем следующим образом. Под этим стримом я его оставлю. Напишите, пожалуйста, ваши вопросы. А я просто запишу видео с телефона, на которое отвечу. Выложу. Могу в телегу, могу в ВК. Давай в Бусти выложу. Бусти у всех есть. Ссылка на Бусти внизу в описании. Давайте так и сделаем. Фильм. Четкое, да, время для фильма? А у меня есть аргумент. Контраргумент. Как вы думаете, какой? Никогда не догадаетесь. Хотя, наверное, можно догадаться. На 250-м нет, Санечек. Режим тоже, да, но завтра у меня у младшего сына, у меня их все-таки 2, 9 утра утренник. Поэтому вы уж меня извините. Я уж дядька взрослый. И на утренник надо прийти. Я думаю, что все меня отпустите. Да. Как бы, как-то так. Поэтому я пойду отсыпаться, а то мне еще Хотите вам кружочек? Хотите в телегу запишу? Чё ты ржешь? Ну, утренник, ну надо посмотреть. Хочешь, запишу в телегу? Хочешь? Могу. Могу. Вот сюда. Хочешь, завтра выложу? С утра пораньше. Выложить? Давай, могу. Давай, мой хороший. Завтра все. С меня тогда кружочек. Все. Я, правда, не знаю, чему посвящен утренник. Вроде день отца был. Какой праздник-то сейчас? День взятия Бастилии? Какой? Кто не знает. Короче, как-то так. Ладно, видосик оставлю. Я сейчас прям стрим закончу. Напишите вопросы ваши, ладно? Кому не впадло, прям настрочите. Быстро появятся комментарии и вопросы. А я вам видосик, да, отдельный, на Бусти выгружу, где отвечу на все ваши вопросы. Прям с именами, совсем как вы любите, да? Все. Я пошел. Я устал, я ухожу. Но нет, я не устал, просто ухожу. Все, всех обнял, ребят. Напоминаю, все стримы у нас на ВК Play Live. Тоже очень много их проходит. Вот, там и в линягу играем, фильмы смотрим, всякие аниме, там, мультфильмы. Короче, всем подряд. В КС-ку там бывает играю. Ссылочку на ВК Play Live внизу в описании найдете. Ну, либо он в чатике. Вот. Ну и про партнера нашего уж вы тоже там не забывайте. На ВК можно зайти. На ВК Play Live. Там все, вся информация есть. Оранжевый, да, который там вот эти вот фрибеты дарит, все остальное. Кто просто зарегает, спасибо вам огромное. Все-таки, наверное, эти люди станут теми, кто нам поможет в воплощении моей мечты в жизнь, да, контента. Вот. Что такое ББ? Бай-бай. Пока. Сокращенно просто. А завтра вечером стрим? Да, может и пораньше запущу. Давайте, не скучайте. Мне очень стрим понравился. Очень атмосферно. Спасибо вам. Мне таких стримов очень не хватало. Все, давай, не скучай.